что, время 5 утра, я встал в хостеле Линдау, посмотрел погоду, вроде будет сухо, и в Лихтенштейне, и там, в той части Швейцарии, куда я еду, и здесь, к счастью, тоже, но будет прохладно, поэтому все-таки придется зачехлиться в термокостюм, но в комбинезон от дождя, ну и ехать дальше. Особо не вижу смысла торчать тут в хостеле, ждать какого-либо завтрака. По-моему, там 7 или 8 евро стоит, не суть важно. Просто, наверное, к тому моменту, как тут завтрак начнется, я буду уже где-то в Лихтенштейне. И на горе смогу замечательно сесть, сделать чай и что-нибудь вкусненького. Так, в итоге я в 6 утра был уже в столовке в хостеле, чтобы собраться и выдвигать. Там пока собрался, пока набрал хостел, чтобы зачекаутиться. Оказалось, набрал хостел, в котором я вечером сегодня буду ночевать. Пока их ждал, запаковал все в мотик. Да, надо путешествовать без всего этого хлама. Просто, вещи в рюкзак кинул, пристегнул, поехал. Или в саквы. Такое, что типа в саквы просто кинул 2 кулька и поехал. Ладно, поехали. Сегодня Австрия, Лихтенштейн, Швейцария. Может быть, даже я проеду чуть дальше в Швейцарии, чем планировал. Ну, посмотрим. Там уже, где будет поворот на хостел, посмотрю, сколько будет времени. Погода должна быть чистая, всякого дождя быть не должно. Птички поют. В общем, все замечательно. Что, я кнопку починил. Вроде держится. Единственное, что я хотел ее на пластырь посадить. Точно, надо это сделать, потому что вдруг она отпадет где-то по дороге, то потом это будет печаль, потому что она отпадет с этим, отпадет вместе с пружинкой. К счастью, аптечка у меня тут поблизости. Угу. Вчера такой дождяра был, что все-таки немножко подмокло, но это не важно, точно, все равно тут все герметичное. То, что я ищу. То, что я ищу, это... Здесь можно вот этот кусок пластыря взять. Тут такой возьму. Такого точно хватит. Так чисто, чтобы у нее не было возможности выпасть. Нажиматься нажимается, а больше от нее и не требуется. Ну что, сегодня я планирую увидеть 4 страны. Германию, которую я и покидаю. Австрию, которую я хочу посмотреть с ее альпийских вершин. Лихтенштейн, в который даже швейцарцы ездят на работу. Ну и вечером остановиться в Швейцарии. Оригинальный план был остановиться кемпингом, неподалеку от водопада. Но так как палатку я оставил в Праге, то вчера вечером забронировал себе хостел. Ну, примерно за 40 франков. Да ладно, тоже нет. Ага, вот так вот. Короче, в диновскую аптечку удалось впихнуть еще израильский бандаж, редицерин, палочки с, по-моему, там какой-нибудь новокаин и перекись водорода. К сожалению, больше туда. К сожалению, там внутри, в самой аптечке, даже перекиси водорода нету по диновскому стандарту. Очень странно это выглядит. Ну что ж, все, готовченко. Теперь это явно alles gut должно быть. Сейчас выедем. Короче, тему с покупанием магнитиков во всех местах, где я останавливаюсь, походу продолжать не буду, потому что это банально. Я вчера приехал в дождяру весь мокрый, мотик поставил. Не было вообще ни разу ни до магнитиков. Так, хорошо. Его с подножки снять. Под горку, конечно, то еще занятие.
Все, готово. Не знаю, что там хостел напишет, блин. Не напишет. Что за херня? Ага, я раньше повернулся, не надо. Что нужно еще за паркинг заплатить или нет? Потому что за паркинг они захотели столько же, сколько за машину. Хотя я говорю, давайте его поставлю вообще там, где у вас пустое паркоместо, где у вас машина не влезет. И будет там, ну пусть 50%, к примеру. Вот. Я им написал на букве, посмотрим, что ответит. Может, как-то странно рывками едет, может, еще не прогрелся. И из-за этого потому что было холодно. Вот оно знаменитое, это озеро. О. Ну да. Это курорт. Прямо вон станция, горы. А вот, собственно говоря, сам Линдау. Сейчас глянем, удастся ли его показать или не особо. Классно вот так утром рано выезжать. Потому что никого нету, дороги пустые. И можно себе спокойно проехаться по всему. И не стоя вот это вот в пробках. Хотя 7 утра уже, в общем-то. Дичь. В Варшаве в 7 утра намного больше народу. Это все сейчас на островке. Вот это все мероприятие. Кровать, конечно, была продавлена на трассе. Лучше бы его вообще не было. Это была просто какая-то доска. По маршруту на сегодня покидаем Линдау, въезжаем в Австрию в районе Лахау и едем в сторону водопада Рудах. По дороге там должен быть такой водоемчик, называется Штаумер-Штаунфессе. Забравшись на вершины, возле которых находится водопад Рудах, там мы позавтракаем с видом на альпийскую свежесть, так сказать, и оттуда будем ехать на очередную вершину Альпекзол через Хохенемс. Взобравшись и на ту вершину, гордо двигаемся в сторону Фельдкирха. Там у нас будет такой замок Шаттенбург. В плане, в общем-то, зайти в замок, посмотреть, что как. Сомневаюсь, что это будет что-то такое помпезное, типа Мальборка, небольшое. Ну, посмотрим по месту. Обсмотрев весь Шаттенбург, дальше по плану ворваться в Лихтенштейн, посмотреть Вадус, собственно говоря, сам замок Вадус, и оттуда поехать на восток, практически на границу с Австрией, одна из самых там близких высот Лихтенштейна в районе 2000 метров. И посмотрев на весь Лихтенштейн с высоты, судя по всему, должен увидеть абсолютно весь Лихтенштейн, потому что государство довольно маленькое. С чувством выполненного долга отправляемся на Сиренбах-Фоллс, на водопад уже на стороне Швейцарии, на озере Валенсе. И уже неподалеку от этого места забронированный хостел, остаюсь на ночь и оттуда уже буду выдвигать завтра и послезавтра в сторону Женевы Клёни. Сейчас вот там что-то в районе 7 градусов, но оно так не ощущается. И вот вообще, может, потому что я еще потом на улице около часа. Я должен был понять уже реальную температуру. В хостеле на 6 человек было 4, на 6 коек, 4 койки было занято. 3 из них были барышни, какие-то страшно шумные, которые пришли. Одна какая-то, блин, видимо, кайфанула от запаха сушащихся сапогов. Что-то там брызгало. А потом была ночью со второй полки, когда упала, тоже было жесть. Я лежу, так понимаю, что-то там
попасть, потому что там не было непонятных звуков после этого. Я вот вчера уже думал о том, что вот оно, пришел момент, получается, на 4-й день путешествия, что ты утром просто встаешь и такой, типа, все, садимся. О, Австрия, салон, Австрия. Ты просто садишься и едешь с мыслью о том, что нужно встать и ехать. Без вот этих вот, типа, ой, а может что-то куда-то уехать, может не надо. Еще что-то есть. Супермаркет надо было поехать. По дороге в следующий супермаркет надо заехать. Итак, ты в Австрии. Вахау. Какой кемпинг на 2000? Какой? Снег! 40 минут прибываю сюда, так? На точку посмотреть, соответственно, надо купить какую-то булочку. И вон они, снежные вершины. Офигеть! Надо купить какую-то булочку, чтобы себе там сделать завтрак с отличным видом. И вот это вот я вот там сегодня буду ехать, потому что вот так вот вокруг озера объезжаем и едем с той стороны. Я так чувствую, что нужно одеть вверх, на всякий случай. И солнечные, снежные горные вершины. Красотища. Прямо skyscrapers, такие горные. вырваться из этих самых городов. Тоже вот, пожалуйста, австрийский городок, деревца где нигде.
есть, все-таки заставил эти ботинки шлепки. Потому что у меня хоть и нету, но дорога мокрая. Дорога мокрая, ну и очень немножко через вентиляцию подгреваю. Не знаю, что за прикол получил так вот ноги есть собой. Тем более на скутере. И ты такой едешь, ложишься и тебе под этот платформа тупо отшибает эти ноги, блин. Типа знает. На Варшаве 70 так тоже гоняют достаточно. Выставляют ноги вперед. Почему я пакеты сразу не делал? Я думал, что поделать, и возможно, что я поделаю. Просто не так температура. Потому что я закрепленный в этом костюме, теперь ее не ощущаю в принципе. Но не жарко и не холодно, как раз комфортно. Сегодня слишком устал руками. Куда они поворачивают и так далее. Что-то здесь не так не переждать этого красного. Так и немножко поставить. Не знаю, со вчера ли столько снега нападало, но по прогнозу, куда я сейчас еду, лежит снег. Сейчас температура так плюс 6, плюс 8, ну посмотрим, как быстро она будет падать по мере подъема в горы. Не совсем понятно, что тут за тусня происходит, но впереди навигатор показывает дорогу красную-красную. Возможно, фуры стоят с ночи, как раз из-за снега в горах. Почитав по возвращению информацию из Австрии, я натыкался на статьи о зимних ночных ограничениях на передвижение фур. Поэтому спишем эту фурную пробку как раз на это. Ну или же, возможно, там неподалеку какая-то таможня, мало ли до Швейцарии рукой-то подать. А отсюда прямая трасса на Германию, которая является первой экономикой Евросоюза. Радует все, что какая-то снег до этого перекрестка машины едет. А, ну да, высоко не так много. Казалось бы, 7:45, а солнце уже не высоко. Так, 200 метров проехали, 500 осталось. Потихонечку пойдем. Вот 300 метров осталось. Бродинец.
вот ветки. А это сейчас выезд. Замечательно. Один симптом урон. 70, ага. Мечта. Это самое противное. Самый противный контур. Это есть такое. На фуре, конечно, норм. Но мне его передаточные дикие. Километров. Хорошо, 200 метров. Давай, чуть-чуть осталось. С другой стороны тоже. Солнце светит прямо в глаз. Заметить? Надо закрыть очки. А нет. С очками не вариант, они все запотевшие наглухо. Это последние 200 метров веселее всего. Да, когда смотрю по бокам визора, намертво запаленный вверху, меня подходит, выпускает вверху немножко. Когда не протирал от дождя, видимо. Давай, километров. Тут уже надо десятками метров показывать. Или фура. Две фуры до круга. Нет, там было такое место. 3 фуры до круга. Меня визор начал запотевать тоже. Такого длительного стояния. Ну что, тут походу 1,5 фуры до круга осталось. Судя по всему, 60 метров. Если никаких автобусов не было, которые тут могли водить. Хорошо. Фура и микропорт до круга. Микропорт до круга. Ну, такой популярный круг, а? 1030 стоит. Давай микропорт. Не знаю, какие несчастные 13 километров я выехал. Я надеюсь,
надеюсь, на той горной дороге, куда я сейчас еду, там первая остановка, по-моему, где-то в горах. Там вообще нифига нету, там только какие-то эти пейзажи. Такой ты видишь, там вообще никого не видишь. И вот мы съехали наконец-то на горную дорогу со спокойным и незагруженным движением. Утренняя дымка еще не до конца сошла с гор, и я надеюсь успеть ее зацепить на вершине, к которой я еду, чтобы там позавтракать прямо в облаках. Крутизна подъема такова, что Бартон тянет только на первой передаче. Потенциально вторую также можно включить, но слышно, что бедному двигателю так тяжело, что довольно быстро сбрасываешься на первую с мыслью, что лучше помедленнее ехать, пусть даже со скоростью пешехода. Да, очень хорошо, что я кнопочку старта сделал. Но очень плохо, что... Ух ты! Начало масло давить. Поехали дальше. Это высота километра. Я что-то не понял. Я куда-то не туда поехал, наверное. Туда, куда я поставил метку, там работники. И походу мне туда не удастся доехать. Не догоняю. Так. Ага, типа я вот так вот объезжаю вот это озеро. Потом у меня вон еще метки Б и С. Не знаю насчет С. Но Б, наверное, да.
Ага, это пешеходный маршрут. И потихонечку едем. Ахтунг, Шмидцепфа. Короче, Ахтунг какой-то. Ого, что они там строят. Я думаю, вот здесь стоит остановиться, посмотреть. Так, к счастью, никого нету. Опа. Какое озеро. Это, по сути, я его и объезжаю сейчас. Гетретенферботен. Чтобы эта дорога еще не оказалась закрытой, куда я собрался ехать. Потому что что-то мне подсказывает, что это вот та вот. Ага, это вон там машина какая-то поворачивает. Походу вот это та дорога. Сейчас посмотрим. Вот, поехал, поехал, поехал. Ага. Вот он едет. Хорошо, значит, дорога открыта. Дорога открыта. А тут грузовик едет. Окей. Сейчас мы объезжаем водохранилище Штауфензе. Оно находится на высоте 590 метров над уровнем моря и представляет собой искусственный водоем и краткосрочное хранилище полезной емкостью около 0,13 миллиона метров кубических. Объезжая этот водоем по узенькой дорожке, это напоминает обход Синевира по узенькой тропе вокруг него и среди сосен и лиственных деревьев. Штауфензи названа в честь возвышающейся над ним горы Штауфен, которая имеет высоту 1465 метров над уровнем моря. В озеро Штауфен впадает несколько искусственных притоков. Вода для водохранилища Штауфензи поступает из остатков воды электростанций Эбеснанд, Эльпеленграбена, Дорнбирнер-Ахе, Тювграбена и Тресторенграбена. Кто бы ни называл так эти достопримечательности. Первоначально энергия Штауфензи также использовалась через напорный турбопровод для завода FM Hömerlen в Гютле. Напорные водопроводы были проложены через ущелье Раппенлох, примыкающее к водохранилищу, и существуют до сих пор. Часть воды из озера Штауфен отводится через продолжение реки Дорнбирнер-Ахе, через ущелье Раппенлох. Сама плотина имеет нижний и средний выпуск. С левой стороны имеется циркуляционный клапан для отвода паводковых вод. Туннель длиной 84 метра с уклоном 11 градусов на западной стороне плотины используется для промывки водохранилища и первоначально мог также использоваться для подачи воды на лесозаготовки. Куда я собрался, нельзя. Там стройка. Вот туда я планировал ехать. Вот туда. Но там стройка оказалась. Ну ладно.
Сейчас вот тут остановимся. Посмотрим. Хорошо. Я планировал вот сюда подняться, но там закрыто. Сейчас мы тогда заедем вот сюда вот. И там, я надеюсь, покушать. Маслом воняет. Тут такая прямо альпийская свежесть. Вот она. Воздух холодный, но не холодно. Именно на этой дороге я, наверное, впервые начал активно использовать изогнутые зеркала, которые ставят в зонах плохой видимости. Хоть на этом повороте зеркала и не было, но скоростной режим и звук шин тоже отлично работают и дают возможность вовремя притормозить в некоторое расширение на дороге. С такими дорогами есть хорошие шансы, что я сегодня или приеду поздно в хостел, или просто забью на такие точки, которые вот я себе понаставлял. И поеду сегодня дальше, чем хостел. Хотя, в общем-то, с другой стороны, это именно то, из-за чего я перся, поэтому, наверное, нет. Эти зеркала реально помогают. И их крайне не хватает там, где их нету. Туннели очень понравились, особенно натуральные, без бетонных стен, а просто выдолбленные в скале. В Черногории таких тоже очень много, и это осталось одним из самых ярких воспоминаний с черногорских дорог. Но если не считать тот факт, что при малейшей влаге на дороге в Черногории шины полностью теряют зацеп, и ты тормозишь как на гололеде. Один раз я после такого легкого дождика оттормаживался перед светофором с 30-40 километров, как на накатанном льду. Хорошо, хоть места хватило, и я никого не догнал. Но в той поездке мы с женой видели машину, которая на повороте сделала уши. Ну, то есть прилегла отдохнуть на крышу. Причем было так, что мы остановились на площадку наблюдения на берегу, а когда развернулись в сторону выезда с парковки, ушастер уже был в повороте. И насколько я помню, Андрей Бересневич тоже где-то в этих краях подскользнулся на Африке. Но почему-то мне кажется, что это было в его путешествии в Албании. Но думаю, что асфальт у них примерно такой же, как и в Черногории. Много доломита, чтобы не плыл в жару, но зато очень скользкий, только немного влажный. Да, конечно, шикарное место в Австрии.
Это все на первой передаче, потому что, во-первых, не хочется быстрее, а во-вторых, он не потянет быстрее. Опа, мимо! Ехала батарейка, и не было ни одного маленького закутка, чтобы тормознуть и поснимать вот эту деревню. То уже будет по пути назад. Оп. Так. О, поехали дальше. Даже футбольное поле есть. И это дальше, походу, это вот там вот эти облака. Такие маленькие окошки. Ух ты, блин. Я что-то прочитал поворот. Так залюбовался на те облака, что прочитал поворот. А сюда нельзя. Короче, это у меня стояло. Маршрут туда должен был быть. Блин. Оттуда нельзя. Ладно, сожру здесь банан. И поеду. Так, ну что, поели. Пора бы и ехать обратно. Получается, туда я не попаду. Пешком 4 километра я не намерен тратить на это время. Поэтому едем на следующую точку. Кстати, глянул масло. Действительно, чуть-чуть выше верхней точки. И это очень тупо, потому что типа в мануале написано, что у него литр 200. Я туда влил неполных 900 грамм. Ну так примерно, навскидку. И вот оно немножко чересчур. Да, GoPro пошутила. Кнопочку мне вырубила. Ладно, поехали. Разворачиваемся потихоньку. Поднимаем ноги. Радуемся, что спина не простреливает настолько сильно, как могла бы. И едем. 35
километров. А в ту сторону сколько было? Не знаю, это там дорога такая, грунтовка, что одно или. Я так понимаю, что туда наверх это примерно вот в этот снег. Хотя и здесь тоже снег лежит. Так, тихо. Теперь посмотрим с этой стороны, потому что, конечно, прелесть горных дорог в том, что они и с одной стороны интересны, и с другой. Родина Шумахера. Но да, тут зеркал не хватает. Вот лавочки, конечно, шикарно стояли. Но вид у них просто офигенный. Альпенхайм Ебит. Вот так вот. Альпенхайм Ебит. Тут был вообще шикарный дом, у которого целая стена прозрачная. Тут вообще там бедная. Типа, получается, у них вид. Вот это он, по-моему, нет, не он. Наверное, я его проехал уже. А не, вот этот. Вот он. Вот у них вид на горы. Ты у себя и дома сидишь, и в то же время у тебя в стене горы. Да? Нет абсолютно никакого смысла торопиться. Потому что Курганрихе что-то там. Так, никого нету, отлично. Неужели они эту коневозку этой тягают? Ленивой. Где-то здесь был небольшой такой удобно сделанный водопадик, с которого я подумал набрать воду. На обратном пути. Вот он. Только непонятно, где тут стать. Есть ли тут где стать или нету? Нет, тут нет. Нет, где стать, ну и хрен с ним. Так, понятно. Опять чек-энджин вылетел, когда я подключил зарядку. Значит, генератору там что-то совсем печально. Судя по всему, зарядку нужно воткнуть в пауэрбанк.
воздух вообще прекрасный. Влажный, мягкий такой. Ну, прям аж пьешь носом. Вот он, Альпийский ручей. Вода ледяная прямо. Тоже интересно, вода вроде ледяная, но рукам как-то не так-то уж и холодно. Интересно, доедет ли она до Варшавы? Может ли храниться так долго? Потому что, в принципе, расходовать я ее не планирую. Так, держим эту птичку. Вот она очень любит скакать. А вон какая там красотища. И чисто, главное. Как и должно, блин, быть вообще по-нормальному. А не срать себе под ноги. Вот это получше уже. Замок, чтобы альпийскую воду не угнали. И вот эту фигню обратно. Так, чтобы ее никуда не сбило. Легко. Случай. В принципе, наверное, эту фигню. Хотя нет. Саклы. Эта фигня на саклах вообще не решает. Саклы отмокают. Тихо. Я еще перчи не одел. Сейчас поедем. Да, блин, не знаю, 6 градусов, но тепло, реально тепло. Хорошо, что я этот термос одел, не рано и не вспотел. Получается, нужно вовремя одевать термос. Все. Да, и вот в Киеве, конечно, такой дороге ты забываешь про спину. Конечно, неудобно там ногу выставить, поднять, там что-то мотик подвигать, но сегодняшнее уже утро абсолютно полностью окупило вчерашний серый день в сплошном ливне, промокший. И вот так вот нора, просто нора. Да, тут было немного накапало. И вот едем в другую сторону, и опять как в первый раз, как по этой дороге не ездили.
Из яркого в темень, даже фара не помогает. Нужно время, чтобы глаза подстроились под новый уровень освещенности.
И, наконец-то мы в Фельдкирхе. По плану у меня было посетить музей Шаттенбург. Это и замок, и музей, и ресторан, который находится на высоте около 500 метров над уровнем моря. Его название предположительно происходит от основы слова «шате» – «шат», что означает «защита» или «щит». Гуго I Манфорский, основатель города Фельдкирх, построил замок около 1200 года. Различные герцоги Манфорские жили здесь до 1390 года. После этого замок был продан Габсбургам. Шаттенбург принадлежал городу с 1825 года. Фельдкирх купил его на тот момент более чем за 800 гульденов, что примерно соответствует стоимости 8 хороших турнирных лошадей того времени. За долгие годы замок пережил несколько войн и немного пострадал, но его постоянно ремонтировали. Сегодня это один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых замков в Центральной Европе. Музей Шаттенбурга предлагает в общей сложности 18 музейных залов на 3 этажах. Каждая комната посвящена отдельному аспекту истории города Фельдкирха и переносит посетителей в прошлое. Но приехав на парковку и увидев, какая толпа находится в таком маленьком замке, я решил, что лучше посмотрю в аду с Лихтенштейне, чем буду в рабочий день толкаться через толпы людей в настолько маленько выглядящей вживую достопримечательности. Возможно, для меня замок Шаттенбург и выглядит маленьким, особенно после Мальборка. Ну, например. Как по мне, вся территория этой достопримечательности может поместиться во дворике того замка, но еще и место останется. Снял дождевик. Я под ним уже спарился. Сейчас штаны понемножку отойдут. Короче, посмотрели на этот замок снаружи, внутри нет, не вижу смысла лазить самому, это не сильно интересно. Здание намного интереснее. Ну что, человек вроде не вылазит. Наблюдаем. И все. Сейчас едем в Лихтенштейн уже. 15 километров до этого замка Лихтенштейн. Сейчас приедем к замку и посмотрим, стоит ли там пытаться лезть на ту гору или не особо, потому что мало ли.
совсем граница. Так, надо гуглануть, нужно ли в Лихтенштейн какие-то бумажки заполнять. Не является членом, но поддерживает членское соглашение. Так, лучше пойти спросить у копов. На всякий случай. Отлично, подтвердил я на границе с Лихтенштейном, что ничего не надо. Как бы все как обычно. Меня просто смутило, собственно говоря, наличие такой границы, где хоть кто-то присутствует. Едем дальше. Вот, собственно, вот в этом пункте уточнил у парня. Погнали. Вот он, Лихтенштейн. Лихтенштейн, официально называющееся княжеством Лихтенштейна, это карликовое государство в Западной Европе, площадью всего 160 километров квадратных. Это 161 место в мире. Население чуть более 38 тысяч человек на 23 год, имея 194 место в мире. Название княжества происходит от правящей династии Лихтенштейнов – фон und zu Liechtenstein. Лихтенштейн в настоящее время – это одно из 3 государств мира, имеющих название, данное в честь правящей династии. Наряду с Иорданским Хашемитским королевством, у власти которого находится династия Хашемитов, и королевством Саудовской Аравии, династия Саудитов. Лихтенштейн – одно из 3 сохранившихся суверенных государств в мире со статусом княжества, и одно из 2 государств, наряду с Монако, которым фактически управляет князь. Номинальным сокнязьями 3-го княжества Андорры является по должности президент Франции и архиепископ Урхельский. Лихтенштейн – это многонациональное государство с германоязычным и католическим большинством. Столица государства – Вадуц, граничит с Австрией на востоке и Швейцарией на западе. Его территория полностью окружена территориями этих 2 государств. Форма правления – дуалистическая монархия. В Австро-Прусской войне 1866 года Лихтенштейн выступал в качестве союзника Австрии. С 1876 по 1918 год имел тесные связи с Австро-Венгрией. В Первой мировой войне княжество соблюдало нейтралитет. После войны Лихтенштейн расторг договор с Австрией и переориентировался на Швейцарию. В 1921 году было подписано соглашение о торговле и почтовой службе. В 1924 году заключен таможенный союз. С тех пор валютой Лихтенштейна является швейцарский франк. А с 1919 года Швейцария представляет дипломатические и консульские интересы Лихтенштейна за рубежом. Во время Второй мировой войны княжество соблюдало нейтралитет. И после ее окончания оставалось единственной страной, которая не выдала совку укрывшихся в стране солдат и офицеров русской освободительной армии в связи с отсутствием юридической силы Ялтинской конференции на территории княжества. На текущее время неизвестно, сколько власовцев эмигрировало в страны Южной Америки из Лихтенштейна. В 1975 году Лихтенштейн вступает в ОБСЕ, а в 1978 в Совет Европы, в 90-м в ООН, в 91-м в Европейскую ассоциацию свободной торговли, а 19 декабря 2011 в Шенгенскую зону. В 2020 году власти Лихтенштейна официально потребовали от Чехии вернуть 2000 километров квадратных с городом Вальтице и деревней Лендице, а также замками, ранее принадлежащими правящей династии. После окончания Второй мировой войны Лихтенштейн находился в очень тяжелом финансовом положении. Династия Лихтенштейнов часто прибегала к продаже семейных художественных ценностей, в том числе портрета Дженевры де Бенчи, работы Леонардо да Винчи, который был приобретен Национальной галереей искусств США в 1967 году за $5 миллионов.
примерно 46 миллионов долларов на 23 год. Тогда это была рекордная цена за картину. В конце 70-х годов Лихтенштейн использовал низкие ставки корпоративного налога для привлечения множества компаний и стал одной из самых богатейших стран в мире. Лихтенштейн – это одна из немногих стран Европы, наряду с Монако и Сан-Марино, у которой нет налогового соглашения с Соединенными Штатами, и усилия по его заключению, похоже, зашли в тупик. По состоянию на сентябрь 2019 года принц Лихтенштейна является шестым богатейшим монархом в мире. Его состояние оценивается в 3,5 миллиарда долларов. Население страны имеет один из самых высоких в мире уровней жизни. Такс. Это как так-то? Ну да ладно, там был еще один въезд чуть дальше, насколько я помню карту. Диками воды, ясно. Воды не заходит. Так, ну что, в Вадус мы не приехали. Наверх туда тоже явно не поедем, потому что проезд был мимо Вадуса. Значит, что, пропускаем этих два поинта и едем дальше. Так, что это будет? Вадус убираем. Вот эту штуку тоже убираем. И остается нам... Что остается? И получается уже едем в этот. Едем в отель. Так, что у нас в букве А? Ага, в букве А этот, фолл. Водопадик. Вот к водопадику едем. Отличный план. Посмотрим, во сколько я буду у водопадика. Жаль, конечно, что с Вадузом не получилось, но что поделаешь.
Окей, тогда поедем, попробуем найти центр города, ну или просто немного прокатиться по Лихтенштейну. Едем дальше в Швейцарию, которая буквально на другом берегу невидимой нам сейчас реки. То, что в Киеве ты бы стоял бы до посинения, в Варшаве тоже имел хорошие шансы долго постоять. И здесь я разрежу, что-то быстро не поехало. Не, вот это такие поездки в наслаждение.
А вот так и посмотрели Лихтенштейн. По сути, мы проехали практически через всю страну с севера на юг. Разница в расстоянии от реальных размеров с севера на юг не должна быть значительной. А если учесть, что мы еще немного покружили по стране, то, возможно, пройденное расстояние будет примерно равным длине и ширине княжества вместе взятыми. Ведь протяженность-то страны с севера на юг всего 28 километров, а с востока на запад менее 10. Как-то раз на первом курсе я не успел на последнее метро на Академгородке и пошел домой пешком вдоль всей ветки. К утру, когда метро открылось, я как раз доходил до дома. Там что-то около 28 км и получалось. А если это не зимой и не ночью, то, думая о силе 38 км, вполне реально, особо и не напрягаясь. Проезжая такую россыпь маленьких городков, с одной стороны, хотелось бы жить в подобном, где тебя утром встречают горные вершины и неимоверно чистый воздух. А с другой стороны, кроме травки, которую каждый день смакует коровка Милка, по сути, инфраструктура довольно слабая. Ведь и не городок-то это вовсе, обычное село. Просто это село в Швейцарии. Чистое и аккуратное, в отличие от привычных обычных сел. Вот мы и подобрались к очередному швейцарскому озеру на сегодня. Это озеро Валензе, которое находится на северо-восточных предгорьях Альп. Это одно из крупнейших озер страны. Водная поверхность озера находится на высоте 419 метров над уровнем моря, а площадь зеркала 24,1 километра квадратных. Объем воды 2,5 кубических километра. Кто осилит это пересчитать в метры кубические, поздравляю. Максимальная глубина 150 метров. Через озеро протекает река Линд, впадающая в Цюрихское озеро. До коррекции своего русла
с 1807 года путь следования Линта не включал в себя Валенза, а главной питающей озеро рекой была Сетс. Уровень озера тогда был на 5 метров выше, чем в настоящее время. У северного берега озера к кромке воды подходят крутые склоны горного хребта Хурфирстан. Примерно где и находится водопад, на который я собрался сегодня посмотреть. Высота хребта достигает 2306 метров. Над южным берегом возвышаются горы Мюртшеншток. Ну что, завтрак, который не удался в Австрии, должен удастся в Швейцарии. Вот с таким вот видом. Я хотел поехать в Сиренбах-Фоллс, вот там вот. Но потом посмотрел, что там до него не подъедешь, еще там очень нормально так топать придется, поэтому в Сиренбах-Фоллс не поедем. И, соответственно, на сегодня все Points of Interest, которые были запланированы, закончились. Сейчас поем, потом гляну, как далеко хостел, который я вчера забронировал. О, отлично. И, собственно говоря, посмотрим. Вообще посмотрю, что я там дальше планировал на завтра. Может быть, там тоже такое, что ты никуда не доедешь, ничего не дойдешь. И, соответственно, может, сегодня проеду больше, а завтра уже и до Лёни доберусь. Посмотрим. Так, сейчас это я сейчас смотрю на то, что я сегодня планировал. Завтра, значит, я завтра планировал до вот этого, до Ниве. Вот эта ссылка. Хорошо, что тут? Что здесь? Здесь я планировал 230 километров. И что тут по... и по сути тут как бы ничего такого, просто едешь да и едешь. Очень интересно. Типа есть все шансы, что завтра я доеду до Лёни, вместо того, чтобы торчать еще в одной гостинице. Сколько вообще тут до Женевы? Да ладно. Есть шансы, что я сегодня доеду? А нет, 350 километров сегодня я точно не доеду. Сегодня я точно не доеду. А вот завтра, может быть, да. Ну что, мивинка готова. Можно и перекусить. Такая, Юра, как ты пробовал, пенч с маков. Перекусываем, перепаковываем саквы и погнали. Так, в общем, пожрал я мивину. С таким прекрасным видом перепаковал саквы. Не знаю, какого хрена, блин, но вроде из сакв достаешь, но там меньше не становится. Ну, такое. В общем, вот так оно выглядит. Отменил отель, этот хостел, который тут неподалеку, потому что до него 30 км осталось, и понту сейчас сколько, не знаю, там 2 часа, понту нету, на него терять времени. Поеду в сторону Лёни. Лёня. Есть шансы, что доеду. Конечно, не такие большие, но какие-то да есть. Вот. Ну или если что, то где-то под Берном, наверное, в хостел забоюсь. Или дальше. Посмотрим, как пойдет. Вроде погода нормальная, не такая мерзительная, как вчера была. Так оно хоть едется. И спина вроде дает отдохнуть. Единственное, больше всего напрягает, конечно, скорость в городах. Это печаль. Печаль дикая. Вот. Ну вот так. Все. Пора ехать. Жорик, привет. Итак, план на завтра. Изначальный был выбраться из палатки и добраться до другого места с палаткой на высоте около 2 километров. А на послезавтра сбежать оттуда и добраться до Лёни в Женеве. Но нафиг сидеть в палатке, особенно если палатки-то нет. Тулим сразу к Лёне. А если за сегодня не доехать, то где-то там по дороге упасть в хостел и продолжить завтра.
Все. Сливаем остатки в бак. Окей. So it's something like 16. То есть, походу, в районе 16 баксов. Ну да, плюс-минус. Сейчас посмотрю. Что там телефон пришлет. 150 CHF. А, я понял. Короче, та же система, что в Норвегии. Как Андрей рассказывал, Бересневич. Блокирует сразу сумму побольше. Потом ты заправляешься. Короче, заблокировало мне 150 франков. Я заправился на 16,80. Ждем возврат. И потом оно мне разблокирует и снимет ту сумму, которую нужно. Окей. Вошло сколько это? 9,23 литра вошло. На пробеге 10,092 по одометру. Так же, как и всю дорогу, я прокладывал маршрут без автомагистралей и платных дорог. В Швейцарии, например, виньетку нужно иметь даже мотоциклу, но она нужна для скоростных дорог и для бэккантри. Из той информации, что мне удалось найти, она особо и не нужна. Больше всего жаба давила не то, что нужно платить за виньетку, а то, что нужно заплатить за год виньетки. Так как Швейцария не парится виньетками на 10 дней, там месяц и все остальное. Все просто. Хочешь ехать, плати за год. Надо проехать за день? Трудно. Твои проблемы. Плати за год. Велодорожки отделены желтой полосой и довольно часто есть и за пределами городов. Если же дорога узкая, как обычная двухполоска где-нибудь в Польше, там где разъедутся только две машины и особо запаса не будет, велоразметка идет посредине полосы. Получается, если едешь на машине, то она как раз между водителем и пассажиром. А вот и временная разметка оранжево-розовая. Без понятия, какая здесь высота, но по температуре не очень-то и большая, может метров 500. Но низколежащие облака создают ощущение нахождения на очень большой высоте, прямо под облаками. Вот и выбрались наконец-то к счастливым швейцарским тёлкам, которые дают лучшее молоко для всеми любимого шоколада.
Когда я обдумывал ночлеги в палатке в Швейцарии, то слышал, что там есть очень культурные волки, которые на туристов вроде не нападают, но все равно перспектива так себе. Учитывая в основном поля и малое количество деревьев, видимо, я сейчас проезжаю заповедник, в котором волки должны прямо штабелями прятаться среди деревьев. Достаточно много домов в Швейцарии имеют глубокие выносы крыш. Пока я ехал и раздумал, а зачем? Такое решение, как защита от ветра в горах, где ветер это дело обычное, выглядит весьма правдоподобным. Солнце потихоньку движется к горизонту, но так как я еду на высоте и на запад, я пытаюсь выиграть эту гонку и добраться так далеко, как только удастся в течение светового дня. Если же ночь наступит, а я буду еще далеко, то буду искать себе хостел, потому что в свете фары Бартка видно только в городе со включенным уличным освещением.
И вот Женева уже близко. Хостел сегодня останется без выручки. Я все же доберусь за один день. Или не доберусь ли?